привет! У нас были машины из Мурманска, были машины из Краснодара, из Сочи, из Белгорода, из Москвы, да? Говори, еще откуда? Тигран кивает, что-то говорит. Да, уже со всей России были. Не были еще с Сургута, по-моему. Сегодня машина из Оренбурга. А сколько Оренбург от нас? 1600 километров приехала машина к нам в ателье делаться. Нам это льстит. Ну, мы ждем еще машины из других городов. Приезжайте делать. Вот люди приехали именно ради установки аудиосистемы. Но Тигран не позволил им скучать. Отправил их на море. Люди сейчас пока загорают на море. Машина уже готова. Проект занял 9 дней. 5 дней машина занял полностью проект под ключ. Установлены накладные подиумы в двери, стоит трехполоска. И наше классическое усиление — это 2 канала на двухканальник на пищалке, 4-канальник на миды с серединками и моноблок на САП. Подробнее по системе пройдемся. У нас штатное головное устройство осталось, и сигнал оно передает на процессор DSP8 от MD-Lab, который уже передает сигнал, обработанный на усилки. Настройки наши классические, от 7 до 8 кГц срезаны снизу пищалки, P-Audio 413, который усиливает усилитель ACV 2 по 80. Мидбасы наши излюбленные эминатор EM1508 от Eminence, и серединки это Alphard NM6 нового образца, 4-омные, с карбоновым колпаком, отличные середины, очень громко и качественно играют. Это как реклама звучит или нет? Да? А как сказать? Ну это правда хорошие середины. Короче, мы не пиарим Alphard. Или пиарим Alphard. Не пиарим. Короче, покупайте эти середины. Ну, покупайте их в магазине Loud Sound. Усилок на них стоит Мачете, и несмотря на вот мощность, которую мы с него снимали, это его мощности хватает. Каналы почти в максимум накручены, но на эминатор и на NM6 хватает вполне его мощности. То есть ватт по 90 он чистейшего сигнала дает, за сотку переваливает сигнал, который в принципе необходим для того, чтобы эти динамики грамотно, качественно и громко играли. Сабвуфер тоже Alphard, у нас FX38, 15-дюймовый, хорошо тоже себя зарекомендовавший. Первые шли там с небольшим браком, у нас было пару возвратов, вот следующая партия, сейчас ни одного возврата по ним у нас не было. По проводке, проводка у нас PV3, 50 квадратов силовой кабель, и плюс и минус идет соответственно назад. Дополнительных аккумуляторов в этой системе нет, не такой тут мощный бас, чтобы дополнительный аккумулятор ставить. Штатного генератора и штатного аккумулятора вполне хватает. Акустические провода Audio Extreme 1,5 квадрата, межблочные провода Gladden. Ну, в принципе, получается все по компоновке системы. Очень хорошо вписался в передней консоли, ну, как сказать, тоннель, да, в центральный тоннель вписался регулятор процессора DSP8. В этот раз я уже второй раз настраивал DSP8, совсем никаких заморочек не возникло. Ну, как бы настройка заняла много времени, потому что сигнал с башки не самый лучший идет, проваленные низкие частоты, то есть он изначально башка, видно, защита от дурака, отрезаны нижние частоты с динамиков, поэтому на процессор они не приходят, и как бы их пришлось усиливать дополнительно, играться эквалайзером, при этом появляется срань. Ну, определенные частоты поднимал, определенные опускал, в принципе вытащили мидбас неплохой, но можно и лучше. Башка не очень порадовала в этом плане, мид может играть громче, ну то что мог, я вытащил с него. Сабвуфер настроили в меру, то есть негров тут никто слушать, я так понимаю, не собирается, чтобы кишки выворачивало. САП играет плотно, быстро, хорошо. Усилители было принято решение расположить на спинках сидений, потому что если делать фальш-пол, очень высоко поднимался уровень пола, это было бы очень некрасиво. Поэтому усилители закрыты сабвуфером, их практически не видно, если откинуть сабвуфер, очень удобно настраивать при таком расположении усилки. Я вот очень люблю, больше всего люблю такие установки, когда в прямом доступе находятся все регулировки. Это очень быстро и удобно настраивать. Бывают обратные случаи, когда надо там в темноте где-то фонариком подсвечивая, или еще хуже, фотографируя на телефон, чтобы увидеть настройки, настраивать вслепую. Вот такое расположение для установщиков самое удобное. В плане эстетики кому-то нравится, что усилки видно, кому-то не нравится, тут вопрос спорный. В любом случае, ну вот так по внешнему виду, мне кажется, все осталось достаточно
лаконично. Если не считать грязный пол, но это уже к владельцам машины. Да, можно сделать химчистку, будет пол чистый. Больше тут замечаний никаких нет. Полная шумовиброизоляция в стиле Тиграна была сделана. Опять в машине сидишь, ни хрена на улицу не слышно. Понравилось ему машину закатывать по самые помидоры. Шумоизоляция обошлась под ключ полностью автомобиля 40 тысяч. Спрашиваете часто про цены. Не всегда люди хотят, чтобы мы говорили цены, поэтому в каких-то обзорах мы говорим, в каких-то нет. В этом мы скажем, 40 тысяч вышла шумоизоляция, 10 тысяч работа по установке усилителей, динамиков, регулятора процессора, самого процессора. Подиумы вышли, сколько, 8 тысяч подиумы вышли накладные. В общем, 8 тысяч подиумы, 10 тысяч установка и 40 тысяч полная шумовиброизоляция. Ну, это с фанатизмом, это без каких-либо компромиссов, в несколько слоев, и вибро, и шума, и антискрип, да, пенопластом проклеивал уже, все проклеено. Ну, все равно есть места, которые хрюкают, это вот лампа, это я ее ненавижу. В Форде единственный способ у меня был, чтобы она перестала хрюкать, я ее когда вырвал, вернее, она от баса отвалилась, тогда я наслаждался полной тишиной, ну, только когда бас играет, только бас было слышно. Так этот фонарь я что только не делал, и заливал его, и проклеил, все равно звенит, гремит, и как бы не очень приятно. Ну, вот с фонарями такая беда. Все остальное в салоне тихо. Возможно, со временем, конечно, что-то и разболтается, расшатается, поэтому нужно, как правило, после месяца прослушивания аудиосистем такого уровня где-то подклеивать. Ну, это бывает не так часто. Примечательные особенности системы — это простота, ну, то, что мало денег вышло за установку, никаких фальш-панелей, дверь не лепили, не перетягивали. То есть это очень сильно удешевляет проект, делает его более простым, более применимым там, к большинству машин. Это вот накладные подиумы, отличное решение, установка усилков на задней спинке. Вот это именно тот вариант, когда вы получаете в принципе тоже качество звучания, за гораздо меньшие деньги, чем когда лепим обшивки, перетягиваем. Ну и, конечно, по срокам вот такой тип установки позволяет сделать автомобиль в 5 дней. 5 дней, ребята, вот машина приехала из Оренбурга, и за 5 дней, в принципе, ее можно уже забирать. Если даже считать, что вы не на море поедете, а будете жить в гостинице, то если у вас в городе нет установщиков, да, такого уровня, как мы, вы можете потратить на гостиницу, там, грубо говоря, у нас сейчас квартиры посуточно сдаются, не знаю, сколько стоит, 1000, 2, ну, 1500 в сутки, грубо говоря, жить там 5 суток, грубо говоря, в 10 тысяч проживания вы можете уместиться и такой проект за 5 дней получить готовый, потратившись дополнительно только на проживание. По звуку я не знаю, как получится, записалось, не записалось. Там прикольный кадр с котом, но почему-то выключалось у меня. Покусала. Короче, выключалось что-то. Телефон у Тиграна, так он выключается, и музыка выключается. Что записалось, то записалось. Не буду сейчас еще раз записывать. Тиграну надо уезжать, соседи в шоке, поэтому слушайте, как записалось. Че? Смотри. Она слушает, как записалось. Я ее туда посадил еще поснимать, потом шерсть оттуда выковыривать.
А у нас по-прежнему жара, 38 сегодня или 40 уже даже было. Я одел черную футболку, потому что как-то перевозбудился народ, когда я в серой был и вспотел. Вот, как-то начали там писать, Ну, майку поменял. поменял майку, облил. А то грязная И майка, даже был да. какой-то извращенец с фамилией Олег Уваров. Не знаю, почему запомнил, какой-то ебанат. Он написал: тебе кто майку обкончал. Вы представляете, что в голове у человека творится? Он увидел на мужчине пот, и почему-то у него в голове всплыла сперма. Я очень рекомендую этому придурку обратиться. Короче, Олег Уваров, кем бы ты ни был, я тебе рекомендую обратиться к психоаналитику, к психотерапевту, к психиатру, к сексопатологу, а лучше ко всем сразу. В следующий раз, когда увидишь потного мужчину, я надеюсь, что у тебя не будут возникать мысли о семяизвержении. Она умеет атаковать. Смотри, она сейчас посрет, по-моему. Она сейчас какает, да, я так понял? Смотри, сейчас какать будет точно. По-любому. На ее лицо посмотри.